Приветствую, я Сергей Нужнов, руководитель команды IT Wizards. И это видео будет о том, какая наша команда, зачем она создана, да почему. Идея создать именно свою работу, свое комфортное рабочее место пришла ко мне тогда, когда я понял, что в любом месте мне неуютно, некомфортно, либо это было какое-то отсутствие перспектив у других работодателей, либо же никто не ценил то, что я всегда стремился давать больше, чем от меня просили. И мне хотелось найти место, где я могу полноценно себя реализовать, где я могу учиться, узнавать новое, где на это не будет никому все равно. На то место, где я могу предлагать, где я могу быть инициативным. И тогда, спустя года, ошибки и прочее, стала выстраиваться концепция команды IT Wizards. Концепция худи и равенства. Она означает, что у нас нету так называемых начальников и руководителей в прямом смысле слова. Каждый имеет право кому-то что-то подсказать, посоветовать, послать. Самое главное, что у нас есть, это возможность разговаривать. Каждый равен, потому что мы все как огромные нейронные сети. Мы постоянно друг друга обучаем, постоянно советуем, постоянно улучшаем друг друга. Концепция худи и равенство. Мы одно целое. Концепция, что мы компания гордых задротов. Это значит, что волшебники прежде всего объединяют в себе людей, которые с энтузиазмом горят к своему делу, которым нравится, что они делают. Условно, если у меня забрать работу и все такое, я все равно буду заниматься технологиями, потому что меня от этого прет, и я хочу видеть таких же людей рядом. И мне не важен там пол, возраст, какие-то моральные устои, там, вероисповедания. Прежде всего ты должен любить свое дело. Также гордый задрот — это значит, что мы не будем терпеть неадекватность клиентов. Если реально происходит какая-то шумиха или буча, то ты всегда можешь пойти к своему руководителю, к важному волшебнику и сообщить об этом. И если и вправду клиент где-то переходит какие-то границы, то мы отказываемся от такого мудака. Потому что нет ничего важнее для нас, чем собственная команда, чем собственные люди. И если ты готов, мы всегда тебя поддержим, всегда встанем на твою сторону. За правду и честность. Концепция – думать о себе, как о компании. Чувствовать других, понимать то, что ты не один. Если ты видишь что-то интересное либо полезное, важно, чтобы ты мог поделиться с этим с другими. Потому что, когда другой кто-то увидит что-то интересное, важное, и неважно это в твоем направлении, неважно, инженер, ты маркетолог или дизайнер, ты видишь что-то классное, поделись. Мы постоянно обучаем друг друга. Это значит, что у нас приживаются прежде всего те, кто понимает, что сила не в том, чтобы быть классному одному, а сила в том, чтобы помогать быть классным другим. Потому что когда вы люди, 1 + 1 это не 2, это 11. Вы многократно усиливаете сильные стороны друг друга и прикрываете слабые. Поэтому думай о себе, как о компании. Концепция, что любая, даже плохая, корявая реализация какой-то идеи гораздо важнее самой этой идеи. В английском языке есть такие слова, как done is better than perfect, что значит, что сделанное лучше идеально выдуманного, великолепного. Поэтому, если ты что-то решил, придумал, хочешь это сделать, не надо раздумывать, как это сделать настолько великолепно, что это никогда не сбудется. Просто сделай. В жизни дофига людей-мечтателей, которые пытаются построить свой идеальный звездолет, который вынесет их на самую вершину жизни и прочего. Все это побеждает, как правило, тот, который начинает с самоката, попутно приделывает к нему крылья, мотает скотчем и изолентой все детали и выстреливает, потому что он успевает переделывать это на ходу. Он успевает переделывать эту идею, переделывать ее концептуально. В то время, пока ты витаешь там в пыли, в тумане своих галлюцинаций. Поэтому сделанное лучше идеального. Концепция – говорить банальные вещи и банальные слова должны быть сказаны. Это значит, что если тебе что-то кажется очевидным, понятным, не факт, что это очевидно и понятно другим. Скажи им это, если ты видишь, что кто-то работает хорошо и классно, скажи ему об этом, похвали, пускай человеку будет приятно. При этом ты, если видишь, что кто-то делает говно, скажи ему об этом, направь, скорректируй. Поэтому важно быть банальным, важно говорить, что ты любишь
когда любишь. Важно говорить, что тебе обидно, когда ты обиделся. Не стоит все это аккумулировать у себя в голове и создавать ком нервных проблем. Важно говорить и говорить банальные вещи. Концепция, что мы полноценный партнер. Партнер технологий, партнер по творчеству. Мы не просто какой-то наемный штат для клиента. Мы полноценный партнер, как будто бы мы изнутри развиваем компанию клиента, потому что такие есть. Мы никогда не будем втюхивать клиенту там настройку какой-нибудь дорогой 1С системы, когда ему хватает Excel. Мы не будем внедрять там какой-то CRM, когда человеку для этого хватит там, я не знаю, писать палкой на песке. Зачем? Важно делать для клиента так же, как бы мы делали для себя. Важно быть именно оптимальным, важно быть с клиентом честным. Поэтому с клиентом важно уметь дружить, флиртовать, спорить, общаться на равных. Мы партнер, а не обслуга. Концепция, что мы партнер. Концепция – делать качественно и на опережение. Мы недавно запустили рекламу на радио. Обстоятельства диктуют движение, действуй на опережение. Это значит, что важно учиться чувствовать происходящее, чувствовать рынок, чувствовать друг друга и предлагать какие-то варианты загодя. Ведь по факту удача – это реализованные возможности, к которым ты был готов. Важно готовиться к тому, чтобы тебе повезло. Важно действовать на опережение, не быть реактивным, соответственно, не реагировать на уже происходящего, а знать именно, что произойдет, и заранее подготавливать свою реакцию на это. Действуй на опережение и делай качественно. Концепция, что все есть сервис. В основе компании лежит сервис-ориентированная архитектура. Это значит, что мы все оказываем друг другу сервис, даже в рамках направлений. Когда инженеры в чем-то помогают маркетологам, соответственно, они как бы оказывают услугу маркетологам. Когда дизайнеры рисуют какой-то логотип для автоматизаторов, соответственно, они оказывают услугу автоматизаторам. Абсолютно все есть сервис, поэтому мы и для себя делаем так же качественно, как для других. Самый дорогой клиент для волшебников – это сами волшебники. Поэтому концепция, что все есть сервис – одна из ключевых в компании. Концепция, что все партнеры. Мы все партнеры друг другу. У нас выстроенная ветка развития сюжета каждого персонажа в компании, при котором ты можешь стать полноценным партнером. Можем открыть тебе направление, юрлицо. Если ты приходишь с какой-то идеей, допустим, ты инженер, и ты сказал, что я хочу, знаете, ремонтировать ноутбуки, я хочу свой сервисный центр. Поверь, я с радостью, с командой тебе помогу. Мы дадим тебе все материалы. Мы хотим, чтобы ты реализовывался, чтобы ты дорос до полноценного партнерства. Мне не нужны сотрудники, которые всю жизнь хотят быть на одном месте. Я хочу выращивать себе партнером, с которыми мы будем захватывать мир и с которыми захватываем. Поэтому концепция, что все партнеры. Концепция «доверяй мне». Если тебя попросили что-то срочно сделать и не могут объяснить причину этого и зачем, просто сделай. Потом разберешься. Концепция доверия и понимания, принятия друг друга – это вообще одна из основных. Ты не сможешь развиваться в коллективе, где у тебя будут вопросы, насколько то или иное действие целесообразно. Иногда нужно действовать щелк в момент. Поэтому если кто-то попросил тебя ему доверять, то доверяй. Лучше ты уже потом обсудишь с ним, какие последствия, было это правильно или неправильно. Но доверие – это основное. Концепция «доверяй мне». Концепция двойного контроля. За каждым вопросом, за каждым действием в компании всегда следит как минимум 2 человека. Допустим, инженер и его руководитель. Допустим, дизайнер и его менеджер. Допустим, руководитель и его исполнительный директор или зам. Потому что мы не имеем права завязывать все на одном человеке для сервиса. Потому что если кого-то собьет машина, он заболеет и прочее, то концепция «все есть сервис» пойдет. Поэтому концепция двойного контроля, прежде всего, это двойная страховка для нас, для клиента. Это нам позволяет ходить в отпуске, брать больничные, абсолютно не парясь. Потому что мы знаем, что всегда есть кому подстраховать. Концепция двойной контроль. Концепция делать все вовремя. Вовремя это значит не заранее, не тогда, когда стало после. Вовремя это делай тогда, когда нужно. Если у тебя через неделю встреча,
Начни к ней готовиться прямо сейчас, по чуть-чуть собирая данные, какие-то там мысли, моменты в свой черновичок. Не обязательно бежать впереди паровоза, пытаясь сделать свой график просто невыполнимо тяжелым. Делай все вовремя, потому что ты же не станешь, там, готовиться к летом. Ты начнешь делать это заранее. Так и здесь помни о том, что прежде всего нужно быть своевременным, потому что это позволит тебе находиться и в нужное время, в нужном месте, при этом у тебя будет чистая свободная голова. Ты будешь понимать, что и для чего ты делаешь. Поэтому концепция делать вовремя. Концепция Business First. Волшебники — это не только команда, но прежде всего максимально конкурентоспособный бизнес. Поэтому все у нас подчинено тому, чтобы постоянно этот бизнес развивал, становился крепче, становился сильнее. Именно поэтому на каждом месте в компании должен находиться тот человек, который максимально к нему расположен. Как только сможет руководить компанией лучше меня, я с радостью отдам это ему дело, пускай он этим и занимается. Если, допустим, кто-то из руководителей хороший специалист, но ему тяжело руководить людьми, то мы предоставим менеджера, который будет руководить этим специалистом и развивать это направление, которым до этого руководил тот самый специалист, что ушел. Потому что важно быть на своем месте, где ты максимально полезный. Business first. Мы все делаем правильно, поэтому никакого понебратства, работы по знакомству, ничего такого в волшебниках никогда не будет. Если ты талантливый и ты можешь занимать эту роль, то поверь, ты будешь ее занимать. Потому что бизнес должен быть на первом месте. Концепция не двойной работе. Она значит, что ты должен заранее подготовить все шаги к выполнению своего плана, чтобы не переделывать одни и те же места. Сразу, когда начинаешь что-то делать, представляй конечную цель. Если тебе нужно какие-то данные воплотить в виде какой-то майндмаппины, интеллектуальной карты, то начни это все делать сразу в майндмаппине, этой интеллектуальной карте, а не это на листиках, чтобы потом переносить в майндмап, потом еще выяснить, что нужен какой-то корпоративный в майндмап, чтобы к нему другие подсоединились, и нужно будет переносить это все дело туда. Нет, продумай, какой у тебя конечный результат, и сразу уже делай на чистовую, для того, чтобы потом было больше экономии ресурсов, чтобы ты не тратил свое время на бесполезный перенос данных туда-сюда. Нет двойной работе.